Приветствую! С вами ID90. Сегодня мы проведем ревизию инструмента, с которым инженер проводит большую часть своего времени – терминал. Мы часто работаем в среде, которая досталась нам по умолчанию, не задумываясь о том, что она требует от нас лишних действий. Наша цель – повысить удобство использования системы. Мы переходим на современный интерпретатор, который берет на себя рутину. Мы не будем заниматься украшательством, мы будем менять архитектуру нашего взаимодействия с операционной системой, чтобы сократить время между мыслью и выполнением команды. Терминал должен быть предсказуемым, отзывчивым и понятным. Использование инструмента, который требует постоянной борьбы с синтаксисом, это тормоз для продуктивности. Сегодня мы это исправим. Переход на новый инструмент – это всегда риск для стабильности рабочего цикла. Поэтому процесс внедрения должен быть последовательным и строго регламентированным. Мы не удаляем старые компоненты, так как это чревато нарушением работы системных сценариев. Мы лишь добавляем слой интерактивности. Установка выполняется через стандартный менеджер пакетов. Здесь важно понимать механику того, что происходит в системе. Интерпретатор – это исполняемый файл, который запускается каждый раз, когда вы открываете окно терминала. Он считывает набор конфигурационных файлов, которые определяют все, от цветовой палитры до поведения при нажатии каждой клавиши. После установки мы меняем оболочку по умолчанию для пользователя. Это делается через системную утилиту, которая обновляет запись в базе данных пользователей. Важный нюанс. Никогда не меняйте оболочку для суперпользователя. Это критическая ошибка, которая может привести к тому, что при системном сбое вы не сможете войти в систему, так как интерпретатор может находиться в пути, который еще не смонтирован. Мы настраиваем только пользовательское окружение. При первом запуске интерпретатор создает структуру директорий для конфигурации. Здесь архитектура сильно отличается от того, к чему привыкли пользователи Bash. Вместо того, чтобы хранить все в одном монолитном файле, система использует модульный подход. Мы заходим в директорию конфигурации и видим четкое разделение. Файлы функции, файлы переменных и основные параметры сессии лежат отдельно. Это позволяет инженеру мгновенно найти нужный узел, если что-то идет не так. Далее мы переходим к настройке переменных окружения. Здесь вводится понятие универсальных переменных. В Bash мы привыкли использовать экспорт. Это работает для текущей сессии и ее потомков, но для того, чтобы переменная стала постоянной, нужно прописывать ее файлы конфигурации и перечитывать их. Здесь же универсальные переменные хранятся в специальном индексном файле. Как только вы задаете такую переменную, она записывается на диск и считывается всеми другими запущенными копиями терминала в режиме реального времени. Мы разберем, как задавать глобальные и локальные переменные, чтобы не захламлять окружение лишними данными, которые могут конфликтовать с другими приложениями. Это фундамент правильной гигиены вашей рабочей среды. Наш интерпретатор обладает расширяемой архитектурой. Для управления дополнениями мы используем менеджер пакетов. Это позволяет не просто скачивать скрипты, а управлять их жизненным циклом. Первый и самый важный плагин – интеграция с системой управления версиями. Мы хотим видеть текущее состояние проекта, ветку, наличие изменений, статус синхронизации с сервером прямо в строке приглашения. Это экономит время, так как нам не нужно вводить каждый раз команду статуса проверки, когда мы переходим в директорию проекта. Второй плагин – интеллектуальная история команд, стандартный поиск по истории. Это часто перебор списка последних введенных команд клавишами вверх-вниз. Мы устанавливаем модуль, который строит индекс истории. Он учитывает не только саму команду, но и директорию, в которой она была исполнена. Если вы часто запускаете сборку проекта в одной папке и обновляете базы данных в другой, система запомнит этот контекст. Третий модуль – это быстрый повтор последних действий. Часто бывает нужно запустить одну и ту же команду несколько раз подряд.
Мы добавляем функционал, который позволяет мгновенно подставить предыдущую команду через комбинацию клавиш. Это исключает отпечатки при многократном вводе. Четвертый модуль – визуальная подсказка синтаксиса. Это то, что кардинально отличает новый инструмент. Когда вы вводите команду, интерпретатор парсит ее на лету. Он знает, какие команды установлены в вашей системе через проверку системных путей. И он знает, какие флаги применяет каждая команда через разбор справочных страниц или кеширование данных. Если вы вводите команду, которая не существует, или ошибаетесь в пути, она окрашивается в красный цвет. Это не требует нажатия ввода. Вы видите ошибку в тот же момент, когда совершаете ее. Это радикально сокращает время на отладку ввода. Важно помнить про нагрузку на железо. Каждый плагин – это исполняемый код. Мы следим за временем запуска терминала. Мы используем встроенные инструменты профилирования, чтобы посмотреть, сколько миллисекунд занимает загрузка каждого модуля. Мы придерживаемся правила: если плагин замедляет запуск сессии более чем на 5-10 миллисекунд, мы либо оптимизируем его код, либо отказываемся от него. Это инженерный подход. Мы не жертвуем отзывчивостью интерфейса ради сомнительных визуальных эффектов. Тонкая настройка – это то, что превращает универсальный инструмент в специализированный. Все параметры хранятся в текстовом виде. Мы разберем логику работы конфигурационного файла. Первый раздел – настройка сессии. Здесь мы определяем поведение при запуске. Например, мы можем настроить, чтобы при каждом открытии терминала система показывала текущую загрузку процессора или объем свободной памяти. Это позволяет инженеру сразу оценивать состояние системы. Второй раздел – функции. В отличие от того, как мы привыкли работать в Bash, где функции часто сваливаются в один огромный файл, здесь мы практикуем модульность. Каждая логическая единица – это отдельный файл. Если вам нужно изменить поведение команды для работы с логами, вы правите файл, отвечающий за логи. Это упрощает поиск ошибок. Если система выдает странный результат, вы знаете, что проблема в логике конкретного файла. Третий раздел – управление сокращениями команд, которые мы называем алиасами. В старых системах это были просто подстановки текста. Здесь мы делаем это правильно через функции. Функция – это не просто сокращение, а полноценный программный блок, который принимает аргументы, обрабатывает их и выдает результат. Вы можете написать функцию, которая при запуске архиватора сама определяет расширение файла и подставляет нужные ключи сжатия. Это делает работу с консолью автоматизированной. Четвертый раздел – автодополнение. Это самая мощная часть. Вы можете обучить систему дополнять команды ваших собственных инструментов. Если у вас есть скрипт для развертывания проекта, вы можете описать его ключи в конфигурации, и система будет сама предлагать их по нажатию клавиши табуляции. Это делает работу с вашими собственными наработками такой же удобной, как работу с системными утилитами вроде Git или ls. Мы также настроим цвета. Мы не делаем из терминала радугу. Мы используем цветовую схему для логической группировки данных. Например, пути выделены одним цветом, системные команды другим, параметры третьим. Это позволяет глазу инженера мгновенно сканировать текст и выделять важное. Это архитектура информационного потока, направленная на снижение утомляемости глаз при длительной работе с кодом. Теперь проведем детальное сравнение. Bash – это стандарт, он обязан быть везде. Когда мы пишем скрипты, которые должны работать на любом сервере без дополнительных настроек, мы используем только его. Но для ежедневной интерактивной работы Bash – это инструмент из прошлого. Первое отличие – обработка переменных. В Bash мы постоянно боремся с необходимостью ставить кавычки вокруг каждой переменной. Это происходит потому, что Bash интерпретирует пробелы как разделительные аргументы. В нашем новом интерпретаторе переменная – это всегда массив. Пробел внутри переменной не разрывает команду.
Это убирает 90% ошибок при работе с файлами, в именах которых есть пробелы. Это архитектурное различие в том, как система воспринимает поток данных. Второе. Арифметика. В Bash вычисление – это отдельная головная боль. Нужны внешние утилиты для простых операций с числами. Новый интерпретатор имеет встроенный математический движок, который поддерживает не только целые числа, но и десятичные дроби. Это критически важно, если вы пишете скрипты для мониторинга производительности или анализа данных, где точность имеет значение. Третье. Парсинг команд. Bash выполняет команду как есть. Он не знает, существует ли такой путь, пока мы пытаемся к нему обратиться. Это приводит к тому, что вы узнаете об ошибке уже в процессе выполнения. Новый интерпретатор знает все о вашем окружении. Он проверяет пути до того, как вы нажали «ввод». Четвертое. Скриптование. Bash – это полноценный язык программирования, на котором написана сама операционная система. Он невероятно быстр, но его синтаксис – это наследие 80-х. Наш новый интерпретатор создан для человека. Читать код на нем гораздо проще, так как он ближе к современным языкам высокого уровня. Он поддерживает понятные условия, циклы и структуры данных, которые не требуют от инженера помнить десятки специфических флагов для экранирования символов. Вывод прост. Bash остается нашим бэкэндом для надежной автоматизации, где стабильность превыше удобства. А новый интерпретатор становится нашим фронтендом для удобного взаимодействия с системой в течение дня. Это разделение позволяет извлечь максимум из обоих инструментов, не вступая с ними в конфликт. Мы прошли путь от установки до глубокой настройки. Мы не просто сменили программу, мы изменили логику работы с терминалом. Главный итог перехода. Мы перестали бороться с синтаксисом Bash. Мы получили систему, которая помогает нам в работе, предлагая варианты команд. Мы настроили систему так, чтобы она работала быстро и предсказуемо, отслеживала время запуска. Мы сохранили полную совместимость с системными инструментами, разделив зоны ответственности, системные задачи Bash, интерактивная работа, современный интерпретатор. Это вложение времени окупится в первые же дни. Опечатки в путях исчезнут. Поиск по истории станет мгновенным, а написание простых функций для ежедневных задач превратится из мучения в удовольствие. Предлагаю вам не верить на слово, а попробовать самостоятельно. Установите систему, потратьте вечер на перенос своих настроек и попробуйте проработать в ней неделю. Вы удивитесь, как сильно изменится ваше отношение к терминалу, когда он перестает быть черным ящиком и станет понятным инструментом. Если возникнут вопросы, пишите в комментариях. Разберем детали. С вами был ID90. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и используйте инженерный подход в своей повседневной работе. До связи.